Вы хотите стать более женственной? Чтобы мужчины больше считывали в вас так называемую женскую энергию, чтобы мужчины замечали вас на улице. А может быть, вы хотите стать более женственной не для мужчин, а для того, чтобы другие женщины видели вас такую представительницу женского пола, которой можно позавидовать. В этом видео я расскажу вам про маленький свой эксперимент на тему женственности и что же на самом деле нужно для того, чтобы удовлетворить это свое желание и почувствовать наконец-таки «теперь я достаточно женственна». Я психолог Наталья Корнеева, это канал про отношения, подписывайтесь, если еще не подписаны. Итак, мой эксперимент заключался в следующем. Я опросила моего мужа и несколько его друзей о том, как они считывают женственность в женщине, какая женщина для них ощущается как женственная и притягательная. Мой муж ответил мне, что для него очень важна так называемая песочная фигура. Ну, фигура как песочные часы, да? Пример видите сейчас на экране. И вот когда он видит разницу талии и бедер, то он воспринимает женщину как женственную. И если он видит женщину с очень прямой фигурой, может быть, там модельной даже внешности, да, стройных, но он не воспринимает их как привлекательных женщин. Один друг моего мужа сказал, что для него будет женственной та женщина, от которой будет вкусно пахнуть. И имел он в виду не духи, а, например, когда он приходит домой вечером, уставший с работы, ему важно зайти в дом, открыть ключом дверь в квартиру и почувствовать запах вот чего-то вроде свежеиспеченных пирожков. И он это рассказывал с такой радостью. И как вы думаете, его жена много готовит в этой семье? Конечно, да. При этом у его жены мужской тип стрижки, короткие волосы. Казалось бы, вообще принято считать, что у женственной женщины должна быть волосы длиной по попу. Но вот видите, не всем мужчинам это нужно. Другой знакомый моего мужа сказал, что для него женщина женственная будет та, у которой именно большая грудь, и неважно все остальное. И тут все женщины с маленькой грудью просто пролетают мимо. Как ты ни старайся, не впишешься. Ну, разве что сделать пластическую операцию. К чему я вам все это рассказываю? К тому, что если вы чувствуете эту потребность развить в себе больше женственности, вам важно понять, а что конкретно вы хотите увеличить. Запах пирожков в вашем доме, грудь или что? Прямо сейчас подумайте. Когда у вас будет больше женственности, вы хотите, чтобы что конкретно в вашей жизни изменилось? Чтобы мужчины стали больше на вас обращать внимание? Или чтобы вы стали лучше, более уверенно чувствовать себя в компании привлекательных женщин? Да, может быть, кого-то это удивит, но мотивация у многих женщин именно такая. Я хочу приходить с красивыми подружками, например, в кафе и чувствовать себя звездой среди них. Вот для этого мне нужна женственность. Такое я встречала в своей практике психолога. Итак, прямо сейчас определяем. Вот спросите, задайте себе вопрос внутри себя. Для чего мне это развитие женственности? Представьте себя достаточно женственной, как вы хотите. И что тогда изменится? В каких ситуациях вы станете чувствовать себя лучше? Или что произойдет в вашей жизни? И если здесь вопрос про то, чтобы нравиться мужчинам, то прямо заложите себе как фундамент железобетонно мысль о том, что на каждую женщину есть достаточно много мужчин, которым она будет нравиться уже такая, какая она есть. Изначально понравится, привлечет их внимание. Да, при этом многие женщины одиноки, но не потому, что они изначально не нравятся, а потому что они не умеют строить отношения. Но привлекательной их может посчитать мужчина при условии, если в этот момент мужчина будет интуитивно, бессознательно чувствовать, что рядом с этой женщиной есть место для мужчины. Это определенное внутреннее состояние готовности начать отношения. Но это не тема этого видео, на эту тему я сниму другое видео. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Но итог, если вам это нужно для того, чтобы мужчину привлечь, то помните, такая, какая вы есть, вы уже привлекательны для определенных мужчин. Просто вам нужно научиться чувствовать себя открытой к отношениям. Это не гарантирует вам, что вот вы повстречаете мужчину, который вам понравился, и вы ему понравились, то есть симпатия возникла, а дальше отношения сложатся замечательно, вы проживете всю жизнь счастливо. Дальше уже, да, вот в этой ситуации другой навык построения отношений длительных.
прочных отношений. И если у вас есть проблемы с построением длительных прочных отношений, то посмотрите видео про 19 ошибок в отношениях. Узнаете про них, перестанете их совершать, и ваш навык быть в отношениях очень сильно прокачается от этого. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Это вам возможность пройти бесплатно первую ступень моих курсов. Используйте, пока это еще доступно. Если же вам хочется в компании красивых женщин, подруг чувствовать себя звездой, то это про женскую конкурентность. Это про то, что сложно строить с женщинами отношения. И здесь может помочь вот все то, что обычно рекомендуют. Длинные волосы до пяток, юбки в пол, или можно эти устаревшие рекомендации заменить на более современные. Нанять хорошего стилиста, который под ваш тип внешности подберет, что именно вас украшает. То есть задача себя здесь, правда, украсить, достаточно украсить, чтобы от этого ваша самооценка была более стабильной. Мне, например, в свое время подобрать, что мне именно подходит моей внешности, помогла система интересная. Система про стиль, называется она словом Kibbe. Я прошла у специалиста из этой системы диагностику, мне определили мой тип внешности, подсказали, какая одежда мне подходит, какие силуэты. Хотя на тот момент у меня уже было образование профессионального стилиста и имиджмейкера, и я уже достаточно хорошо разбиралась в этой теме, но именно система Kibbe очень хорошо мне помогла понять, под то, как природно сконструирован мой скелет, что меня украшает, что делает меня более яркой, более привлекательной. Потому что стилистика – это такая вещь, что какие-то вещи вашу красоту убивают на корню, а красота есть у каждой женщины. А какие-то вещи усиливают вашу красоту. Поэтому если речь идет о женской конкуренции, то вот здесь вам поможет все такие модные штучки по украшению себя. Поверьте, мужчинам это глобально не нужно. Есть лишь некоторая категория мужчин, которые хотят рядом женщину-куколку, украшенную, нарядную, всегда накрашенную, всегда с маникюром. Мой муж, например, вообще не замечает, есть ли у меня маникюр или нет. Хотя соблазнить моего мужа достаточно сложно. Для меня он был очень завидным женихом. Ну ладно, это уже личное. Пишите комментарии, если вам что-то непонятно. Ставьте обязательно лайк, если досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео.